Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада снова вас приветствовать на своем канале «Красота и бисер». И сегодня мы с вами выполним сережки «Колесо фортуны». Сережки выполнены из чешского бисера, светлого и потемнее. Два эти цвета очень хорошо сочетаются и дополняют друг друга. И поэтому эти сережки можно носить как в будни, так и в праздники. Пусть колесо фортуны вертится и приносит вам только удачу. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. В следующем видео я вам покажу, как к этим сережкам сделать еще прекраснее, великолепнее колье. Поэтому подписывайтесь на канал и до встречи в новом видео. А пока приступим выполнять наши прекрасные сережки. Для выполнения нашего украшения мы берем чешский бисер двух цветов. Светло-серый и темно-серый. Ниточка сантиметров 80 метр длиной с иголочкой. И начинаем набирать бисерины по 2 разных цветов, начиная со светло-серого. Светло-серых 2 темно, светло-темных 2 светло-серых и 2 темно-серых. Вот мы набрали 12 бисерин, подтягиваем их к концу нашей нитки, оставляя сантиметров 30, и завязываем в кольцо 2 узелками. Вот завязали 2 узелками в колечко, и свободный от иголочки конец я пройду пару светлых бисерин, из которых мы начинали, назад. Можно одеть иголочку. Ну, у меня леска хорошо так проходит. И подтяну таким образом ниточку, чтобы узелок, который мы только что завязывали, спрятался. И дальше мы продолжаем набирать. Мы набираем 3 темных бисерины. 3. Пропускаем одну темную, во вторую бисеринку проходим. Дальше набираем 3 светлых бисерины. И также одну бисеринку пропускаем, в следующую проходим. И так чередуем до конца ряда по 3 бисерины. Мы прошли весь круг по 3 бисерины. И теперь последний у нас набор 3 светлых бисеринки. Нам нужно перейти на следующий круг, на следующий уровень. Мы также их проходим во вторую серебряную светлую бисеринку и затем в 2 темных в вершинку второго ряда. В следующем кругу мы будем набирать по 5 бисерин, чередуя цвета, и проходить иголочкой в каждую вершину. Вот у нас 5 темных бисерин, и мы проходим в следующую вершинку. Она у нас светленькая. Дальше мы набираем 5 светлых бисерин и проходим в следующую, в темную вершинку. И так чередуем вершинки по 5 бисерин до конца ряда. Последний набор в этом кругу 5 светлых бисерин. Мы находим, вот вершинка была предыдущего ряда. Видите? Проходим уже новый ряд. 3 бисерины. И выходим в вершинку следующего круга. Вот ниточка у нас выходит из вершинки, и мы перешли на новый круг. Теперь мы набираем по 6 бисерин, чередуя цвета и соединяя вершинки. Вот из темной вышло, мы набрали 6 темных бисерин и проходим
в вершину светлую. Дальше у нас 6 светлых бисерин и проходим в вершинку темную. И так до конца этого круга. Последний набор у нас 6 светлых бисерин. Мы проходим, вот она вершинка предыдущего круга, и проходим в 2 бисерины уже этого круга, который мы только что делали. Вот так. Набираем в новом кругу 5 бисерин темненьких и проходим вот в этом кругу, где у нас было 6 бисерин, мы проходим в предпоследнюю, то есть через 2. Вот так. Снова набираем 5 темных и проходим опять через 2, только это будет одна темная и одна светлая следующей арочки. Вот так. То есть вторая из 6. Набираем 5 светлых бисерин и проходим в предпоследнюю этой арки или через 2. Набираем снова 5 светлых бисерин и проходим во вторую из 6. Так. И так чередуем до конца ряда, но уже из каждой арки из 6 бисерин мы делаем по 2 арочки, по 5 бисерин одинакового цвета. И последний раз мы набираем в этом круге 5 светлых бисерин и переходим на новый круг. Смотрите, вот у нас одну мы пропускаем и проходим. Новая у нас уже арочка из 5 темных бисерин, и мы проходим через нее в вершинку через 4 вот так бисерины. И заканчиваем последний ряд. Набираем 5 темных бисерин и возвращаемся иголочкой в 4 бисеринку. Образовываем пик нашей арки. Набираем 3 бисеринки и проходим через соседнюю вершину предыдущего ряда. Снова набираем 5 темных бисерин. Проходим назад в 4. Набираем 3 бисеринки. И проходим в соседнюю вершинку. Возвращаемся в 4. Набираем 3. И проводим иголочку в соседнюю вершинку. И такими красивыми пиками мы оформляем каждую вершину предыдущего ряда. И последнее оформление у нас пика. Вторая светленькая вершинка. Набираем также 5. Возвращаемся в 4. Набираем 3. И вот у нас вершина предыдущего ряда. И уже новый пик мы проходим через все бисерины в самый пик. Вот так. И мотив у нас готов. Я пока ничего не делаю с этой иголочкой, потому что
в сережках я буду прикреплять сюда еще один маленький мотивчик. Поэтому я ее оставлю. Когда сделаю маленький мотив, я их буду соединять. Может, она мне понадобится. А если нет, я ее проведу, завяжу узелок и закрою. Для второго мотива сережки, он будет немножко поменьше, я набираю также 12 бисерин, как мы начинали наш основной мотив. Завязываю ниточку двумя узелками, делая эти 12 бисерин, замыкаем в кольцо. Второй ряд мы проходим по 3 бисерины через одну, чередуя цвета. И еще пройдем один круг, чередуем цвета, соединяем вершинки между собой. Вот 5 бисерин и соединяем со следующей вершинкой. Темные бисеринки, следующие будем набирать светленькие. Завершаем второй круг. 5 светлых бисерин. Мы берем вершинку из предыдущего ряда и проходим в 2. Дальше мы игнорируем вершинку и проходим к вершине, к беленькой, вот так. Вот мы вышли в серединку между двумя вершинами. И теперь мы сюда прикрепим швензу. Набираем 3 бисеринки. Проходим через швензу. Делаем узелок, чтобы швензочка наша не двигалась. Набираем снова 3 бисеринки. Возвращаемся в нее назад. Вот так. Вот у нас получилась аккуратная петелька. Швензочка прикреплена. Ну, на всякий случай мы пройдем еще один круг. Возвращаемся снова в среднюю бисеринку. И мы сам пик обходим стороной. И проходим еще раз по кругу этот мотив, игнорируя пики. Вот мы мимо него прошли, и он стал остреньким. Проходим 2 бисеринки. Пропускаем вершинку и следующие 2. Вот так. И проходим круг. Мы вывели иголочку в пик и соединяем с пиком основного мотива в этот пик. И 2 хорошо плотными стежочками мы проходим и закрепляем это соединение. Прошли 2 раза, закрепили и подбираемся ко второму пику. Вот вывели иголочку мы во второй пик и 2 стежками мы соединяем 2 мотива воедино. Дальше мы иголочкой проходим в наш основной мотив, и можно пройти по краю еще один раз, нить позволяет, а можно и так хорошо смотрится. Я позатягивала все ниточки, позавязывала узелочки, обрезала их, и получилась у меня вот такая великолепная сережка. Вторую сережку делаем так же, как и первую. Обратите внимание, я сделала, что 2 светлые вершинки смотрят друг на друга. Поэтому, как бы вы сережки не одели, или так, они будут смотреться парой. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Встретимся в новом видео, в котором я покажу, как к этим сережкам сделать великолепное, прекрасное колье.
Спасибо за просмотр и до встречи.